Под водой скрыта большая часть нашей планеты. Одно исследовано лишь на жалкие 5%. Представляете, какие тайны там еще хранятся? Я покажу самые загадочные и невероятные находки, которые найдены на текущий момент. От городов-курортов, которым по нескольку тысяч лет, до удивительного древнего компьютера. Его тайну не могут раскрыть даже современные ученые. А в конце увидите самую странную находку. Человеческие черепа, но очень странной формы, которая вас точно удивит. И начать предлагаю с целого города, который исчез под водой буквально 60 лет назад. Шиченга – это так называемый город льва, что покоится у подножия Уши, где 5 львиных гор нависли над озером Тысячи островов. В эпоху Восточной династии Хань, в промежутке между 25 и 200 годами нашей эры, город льва сиял своим могуществом, став центром политической и экономической жизни в восточной провинции Чжэнцзян. До нас дошли лишь руины, которые не сыскали популярности у туристов. В 1959 году решением китайского правительства было принято решение о возведении новой гидроэлектростанции, благодаря которой город и спрятался под водой. И практически 60 лет никто не вспоминал об этом историческом памятнике, пока Цюфэн, обладатель чина в местном туристическом ведомстве, не принял решение о взгляде на то, что осталось от этого затонувшего города. Его поразило увиденное. Весь этот комплекс строений, укрытый от ветров, дождей и солнечных лучей, со своими храмами, арками, выложенными брусчаткой дорогами и жилищами с древними балками и лестницами, стал выглядеть даже лучше, чем на суше. Пыль и песок смыло водой, барельефы и позолота заиграли новыми красками. Как можете догадаться, теперь это популярный туристический объект. А эта подводная находка действительно завораживает. В уникальной мексиканской пещере Сенат-Ангелита обнаружилось нечто удивительное. Подводная река со своими берегами и растительностью. Фактически это оптическая иллюзия, которая возникает из-за галоклина. Это своеобразное облако сероводорода, образованное из разложившихся органических остатков на дне пещеры. Это явление разделяет соленую морскую воду от пресной грунтовой, которая просачивается снизу. В результате этой грандиозной химической реакции создается потрясающий эффект. Кажется, что дайверы плывут внутри подводной реки, хотя на самом деле они находятся в той же самой воде, просто свет преломляется несколько иначе, и вода кажется мутнее, образовывая визуальное русло реки. Но поверьте, это далеко не самое удивительное из того, что я покажу сегодня. В далеком 1986 году местный дайвер с Йонагуни столкнулся с необычным зрелищем на глубине 5 метров. Загадочные скальные формации невероятных размеров, будто кто-то положил на дно инопланетный монумент. Течением времени выяснилось, что это целый комплекс, охватывающий около 6 квадратных километров пространства. Некоторые из этих сооружений достигали высоты до 30 метров, представляя собой ступени, дороги и террасы. Все это неизбежно наводило на мысль о том, что это было создано разумными существами, а не просто природное образование. Различные исследователи пытались определить возраст этих объектов. Некоторые датировали их 3-м тысячелетием до нашей эры, утверждая, что комплекс был затоплен в результате огромного землетрясения. До сих пор никто не смог доподлинно подтвердить эту версию или, наоборот, оспорить ее. Но иногда находки действительно ужасают. Где-то в заповедных горах Гималаев на высоте 5029 метров спрятано озеро Рупкунд, которое испугало ученых. В далеком 1942 году британский патруль наткнулся на поразительное зрелище. По берегам этого озера валялись кости множества людей. С тех пор ученые неустанно пытаются раскрыть тайну этих скелетов, стремясь понять их историю. Изучение останков привело к выводу, что как минимум 600 или даже 800 человек оказались погребенными в этом месте. Недавние исследования, проведенные специалистами, включали анализ 38 скелетов из озера. Лаборатория выявила, что возраст некоторых из них достигает 1200 лет. Впрочем, в среднем многие из найденных останков ушли из этого мира примерно на 1000 лет раньше нас. Удивительно также то, что анализ ДНК указал на разнообразное происхождение этих людей. Они имели корни в различных уголках мира, включая южноазиатские, современно-европейские и даже древнегреческие гены. Это загадочное слияние культур и происхождений только оставляет еще больше вопросов, на которые не могут ответить даже лучшие умы нашего мира. В 2010 году у берегов Флориды произошло удивительное открытие. Джей Мискович, поклонник приключений, обнаружил под водой огромное скопление изумрудов, чья стоимость
перевалило за $500 миллионов. Можете представить лицо Джея? Однако, как вы понимаете, государство тоже заинтересовалось находкой, ведь такое просто так не спрячешь. Набежали журналисты и телевизионщики, а потом подключились и представители власти. Мужчине повезло, по суду он смог оставить находку себе, но получил запрет на перепродажу камней. Однако вопрос об их происхождении оставался открытым. И тут события приняли очень неожиданный поворот. Ровно через 3 года после этого открытия Джей Мискович, который столкнулся с огромными финансовыми проблемами, покончил жизнь самоубийством. Удивительно. Несколько недель спустя эксперты выяснили, что изумруды были своеобразной подделкой. Не то чтобы они были искусственными, а просто в лаборатории определили, что они не лежали под водой десятки лет. Позднее специалисты выяснили, что, вероятно, сам Мискович приобрел эти изумруды в ювелирной лавке и устроил спектакль для отмывания денег и увеличения их стоимости одновременно. А когда власти наложили запрет на продажу, он пытался найти варианты сбыта, но никто не решался связываться с подсудным делом. Поэтому Джей и решил покончить со своей проблемой радикально. Антикитера – это самый древний в мире компьютер. Этот необычный артефакт был обнаружен на просторах Эгейского моря. Механизм считают одной из самых важных находок 20 века, открывающий перед нами древние тайны Греции и позволяющий оценить, насколько далеко продвинулись греки в науке и изучении мира. Этот уникальный механизм оказался антикерским механизмом, который использовался для вычислений движения небесных тел и предсказания астрономических событий. Это открытие вызвало общее изумление и стало несомненным свидетельством высокого уровня научных достижений древних греков. Правда, оставался один вопрос: как они вообще придумали это невероятное устройство? А вот грустная находка из современности. В сентябре 2013 года на дне озера Фосс в Оклахоме было обнаружено 2 старых автомобиля, в каждом из которых находились по 3 трупа. После проведения экспертизы стало ясно, что тела в одной из машин принадлежат 3 подросткам: 16-летнему Джимми Уильямсу, 18-летней Ли Джонсон и 18-летнему Томасу Риусу, которые исчезли в 1970 году, отправившись на автомобильную прогулку. В другой машине были обнаружены тела 69-летнего Джона Портера, 42-летнего Клэбурна Хэммока и 58-летней Норы Дункан, которые пропали в 1969 году. Все 6 человек утонули. Согласно заключению экспертов, вероятно, водитель в обоих случаях не справился с управлением, в результате чего автомобили упали в озеро. Люди, находившиеся в машинах, не смогли выбраться и погибли от утопления. Эта трагическая история повторилась дважды на протяжении 2 лет. При этом никто не смог найти пропавших, пока случайно не обследовали дно озера. Но удивляют не только останки или предметы. Иногда можно встретить и необычные живые существа. В 2019 году во время научного исследования на дне Марианской впадины ученые были поражены обнаружением нечто удивительного – креветок, находящихся в стальных доспехах. Эти существа являются одними из наиболее экзотических обитателей океанских глубин. Хотя исследователи относят их к группе амфипод, такого рода особи никогда не встречали на глубине ниже 4500 метров. Эти уникальные создания обитают в самом глубоком участке Марианской впадины, известном как бездна Челленджера. Это та самая область, которая погружается на глубину до 11 тысяч метров, и без специальной защиты амфиподы не смогли бы выжить здесь. Они обладают удивительной способностью вырабатывать алюминиевый панцирь, который защищает их скелет от давления на такой глубине. В 2015 году случайный ныряльщик, погружаясь на дно реки Колорадо, внезапно заметил нечто странное. Пару скелетов, сидящих в креслах. Испуганный человек среагировал моментально, вызвав полицию. Полицейские водолазы были направлены на место происшествия и извлекли загадочные фигуры из воды, только чтобы обнаружить, что скелеты были изготовлены из пластика. По всей видимости, это была подводная инсталляция, созданная каким-то шутником или художником. Но можете представить себе, что испытывал аквалангист, который нашел эту парочку? Он шутку вряд ли оценил. А теперь поговорим про самые дорогостоящие подводные находки. В 1941 году грузовой корабль СС Гайерсопа был потоплен немецкой торпедой в Атлантическом океане, перевозив на борту тонны ценного груза. Поначалу казалось, что он навсегда останется под водой. Однако в 2010 году американским ученым из компании Odyssey Marine Exploration разрешили провести поиски затонувшего судна. В 2011 году они обнаружили его останки, а вместе с ними драгоценный груз. Ученым удалось поднять 48 тонн серебра в виде 1000
1203 слитков, что составило лишь 20% от общего количества серебра, находившегося на борту корабля. В 2014 году Королевский монетный двор выпустил монету достоинством 50 пенсов, отлитую из серебра, поднятого со дна затонувшего судна, как дань памяти кораблю. Древний Гераклион часто упоминался в исторических книгах, но всегда оставался лишь легендой из прошлого. Главный морской порт этого города принимал и отправлял корабли, направляющиеся в Египет. Гераклион процветал, его жители славились своей интеллектуальностью и образованностью. Однако в одно мгновение все изменилось. Землетрясение унесло город под воду, лишив жизни и забрав с собой богатство и драгоценности. На протяжении 2 тысячелетий Гераклион оставался скрытым. Его существование лишь предполагалось учеными из-за обрывков писаний. Однако в конечном итоге он был обнаружен всего в 3 километрах от побережья Александрии, в бухте Абукир. Город полностью погрузился в ил, но храмы и многочисленные статуи удивительным образом сохранились до наших дней. Это открытие стало настоящим археологическим чудом, раскрывающим удивительные тайны древнего прошлого и позволяющим нам узнать больше о культуре и жизни тех времен. Кораблекрушение – это всегда историческое событие, ведь судно обычно остается под водой на сотни лет. Они являются своеобразными свидетелями истории, помогая раскрыть тайны прошлых эпох и событий, происходивших много лет назад. Одним из таких удивительных мест является лагуна Чуук, расположенная на островах Кэролайн в Тихом океане, к северу от Новой Гвинеи и к востоку от Филиппин. Это место, где обнаружены обломки множества японских кораблей и самолетов, уничтоженных во время Второй мировой войны. О невероятной находке, известной как «Призрачный флот», был снят фильм Жака Кусто в 1969 году. Считается, что среди кораблей и самолетов до сих пор можно обнаружить останки погибших, и некоторые части этого места даже видны над поверхностью воды, напоминая о масштабах произошедших событий и цене, уплаченной во имя истории. Но ладно корабль, но в истории есть случаи, когда под водой оказываются десятки тысяч человек. Исторический город Баи был своеобразным античным аналогом Монте-Карло для сверхбогатых людей Рима. Он был символом роскоши и изобилия, но со временем большая часть его ушла под воду из-за вулканической активности, которая сдвинула береговую линию вглубь суши. Однако спустя 1700 лет после того, как Баи был поглощен волнами, мы вновь можем увидеть этот древний город благодаря удивительным фотографиям. Невероятно, что часть зданий и архитектурных деталей сохранились почти на протяжении 2 тысячелетий. На фотографиях водолаз показывает мозаичный пол в разрушенном здании. Дороги, стены, мозаики и даже статуи сумели уцелеть, создав удивительную панораму древнего мира, которая воплощает богатство и разнообразие этого древнего города. Баи считался одним из самых важных римских городов. Известные личности, такие как Юлий Цезарь, Нерон, Помпей Великий, Марий и император Адриан, посещали его в рамках своего отдыха. Сейчас подводные развалины этого города лежат в Неаполитанском заливе, в 200 километрах к югу от Рима и в 60 километрах к северу от Помпеи. В январе 2014 года группа подводных археологов провела исследование затопленной воронки на полуострове Юкатан, что вызывало ужас у местных жителей. В результате исследований была обнаружена пещера, усеянная длинными черепами и человеческими костями. Согласно местной легенде, эта загадочная пещера охраняется существом с телом змеи и головой лошади. Исследователи предполагают, что в прошлом в этой пещере произошла страшная трагедия, которая унесла жизни людей. Эти события, вероятно, передавались из поколения в поколение на протяжении веков, и это могло послужить основой для возникновения легенд и мифов о страшном существе, охраняющем пещеру. В ходе исследования группа обнаружила более десятка человеческих останков. На костях не было обнаружено следов, указывающих на причину смерти. Поэтому предполагается, что эти люди, скорее всего, не были принесены в жертву. Интересно отметить, что удлиненные черепа были сплющены с самого рождения, что вызывает еще большие вопросы по этой деформации. Ходят даже теории, что это останки тех, кто дарил свою технологию индейцам майя. Как я и говорил, это лишь часть шокирующих находок, которые ждут нас под водой. Одно радует. С развитием технологий у нас открывается все больше возможностей, чтобы покорить неизведанное. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. И не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео, если оно было полезным и интересным, и писать в комментариях свои предложения, то, о чем вы хотели бы услышать или увидеть в дальнейшем. До встречи!